Всем приветик. У нас тут дождик идет неприятный такой. Значит, не будем сейчас говорить на секундочку о большой политике, о войне и так далее. Я вам хотел рассказать немножко о местных чиновничках, бюрократиках, политиках и так далее. Ну, значит, хотел вот поделиться интересной вещью, которая происходит в Канаде, тут у нас в местном провинции, так сказать, в нашем городе. Значит, Канада неплохая страна, действительно хорошая страна, с очень большим потенциалом, который никто не пытается вообще раскрыть. Куча минералов, куча нефти, как бы куча всего, но никто что-то не пытается ничего делать с этим. Вот. И одна из самых больших проблем в Канаде это то, что канадцы, они такие неплохие люди и очень послушные. И даже когда им делают всякую фигню, они тихо как бы терпят это и считают, что так должно быть, как бы. Они не знают, что может быть по-другому, не знают, что как-то вот... Они вот привыкшие к своему устою и вот не очень любят что-то менять, как бы вот для них как бы больше вот, знаете, пока не кусают, можно жить. Вот. И это заключается во всем. Вот единственная, конечно, вот серьезная демонстрация, вот конвой свободы был, там просто уже довели до точки, так сказать, людей. Вот. Но есть очень много вещей, которые не укладываются в нормальном, адекватном мозгу, вот, которые происходят в Канаде. И, к сожалению, канадцы как бы как-то терпимо к этому относятся и ничего не пытаются как бы улучшить. Вот. И дам вам простой пример. Вот на нашем городе, как тут работает планировка. Вот. Значит, я знаю, что логично представить себе, что вот когда строится район жилой, да, сначала подготавливается или во время строительства района подготавливается вся инфраструктура, дороги, коммунальные услуги, все вот это вот как бы подготавливается вместе, а потом начинают заселять люди. Проверяется, нужна ли школа, нужны ли детские садики и так далее. Вот, значит, в Канаде все идет по-другому. По крайней мере у нас. Значит, сначала строится район, заселяется полностью, а потом они начинают думать, что вот надо что-то там помочь людям как-то жить получше, да, там дорогу построить или что-то там, светофор поставить или круг построить и так далее. Значит, вот у нас, например, причем планировка районов, она на очень много лет вперед, как бы, да, вот, например, вот у нас сейчас были запланированы 4 района, недалеко от моего района, у меня район не новый, вот 5 минут езды от моего района, 4 новых района. Их строили последние 7 лет. 7 лет строили. Хотя вот в последние 2-3 года построили больше районов. Первый район строили долго, вот, потому что не было слишком много желающих, не было много приезжих, а вот потом начали люди сюда переть и начали строить быстрее, и вот построили еще 3 района, наклепали. Вот. Как вообще происходит это? Значит, есть земля, земля продается разработчику, девелоперу, продается земля, он уже там распределяет земляные участки как бы под дома, где дороги проходят, ему сразу говорит муниципалитет, как бы вот тут должны пройти дороги, вот тут должна стоять школа и так далее. Значит, а он продает уже вот эти вот земляные участки мелким строительным подрядчикам, те строят дома, как бы, он обязан проверить, что все дома строятся как запланировано, зеленые полосы, там парки и так далее, это все уже на нем. Дороги не на нем. Вот. И вот типа такого происходит. Теперь вот у нас эти 4 района были запланированы задолго. Сразу понимали, что там нужна будет новая школа, потому что школы, которые в соседних районах, забитые, переполнены. И младшие, и средние, и старшие школы. У нас тут есть 3 вида школ. Есть младшая школа до 6 класса, потом идет средняя школа 7, 8, 9, и потом старшая школа 10, 11, 12 классы. Вот. Значит, школа была запланирована сразу, потому что знали, 4 района, надо школу, потому что остальные переполнены. Вот. Теперь начали строить районы, школа была запланирована в определенном месте. Районы все строились, а школу никто не начинал строить. Вот. Потом они перенесли школу в другое место. Теперь почему перенесли? Потому что девелоперу продали всю землю, включая землю под школу. А потом землю под школу должна была выкупить провинция. И вот провинция не выкупила именно тот участок, который был запланирован под школу. А девелоперу, ему-то что? Ему надо деньги было
делать, как бы, что он будет сидеть, ждать, пока кто-то там проснется, какие-то чиновники, идиоты проснутся. Он продал и сказал, вот вы, если захотите, я вам дам другое место для школы. Короче, дал он другое место за школы, внесли деньги. Как бы, ну, вообще не делать место для школы он не мог, как бы, потому что это было одно из условий. Внесли деньги, все. Теперь 4 района уже построены и заселены. И вот сейчас начинается, вот они ждали, вот они начали строить школу в прошлом году. И школа к этому году, вот к следующему учебному году еще не будет готова. Они вот только сейчас объявили, что извините, мы понимаем, но школа не будет готова. Теперь, смотрите, в чем прикол большой. За все это время, пока вот эти 4 района строились, да, вот до того, как они начали строить школу, соседние школы были настолько переполнены людьми, которые жили в этих 4 районах новых, уже жили, уже купили, въехали и с детьми, причем очень много молодых семей с детьми, вот, настолько переполнили, что в школах в соседних районах начали ставить караванчики для классов, потому что, ну, не хватало места, как бы, но те школы не запланированы на столько людей, запланированы на один район, там на 1,5 района, но не на дополнительные 4 района. Короче, начали ставить караванчики. Год это хватило, на следующий год еще больше людей заехало, уже не хватало. Было здание, вообще чуть-чуть подальше, да, там 20 минут езды, 25, которое когда-то было школой, потом построили новую школу недалеко оттуда, как бы, а это здание, как бы, ну, там еще классы преподавали, там курсики всякие, но, в принципе, должны были сносить. Вот они отправили туда несколько классов, как бы, детей, отправили туда, чтобы они там учились. Да, вот это здание, которое полуразрушено, которое должны были сносить, вот туда отправили детей, потому что ну, уже просто некуда было девать. Вот. Сейчас они заявили вот недавно, что, извините, но к этому учебному году тоже не будет открываться эта новая школа, мы не успеваем. Причем есть уже директор школы назначенный, все, как бы, но вот они не успевают. Теперь с моего района до той вот этой заброшенной школы ехать 25 минут. Ну, 20-25, это без пробок сильных. Вот. Теперь у меня в районе люди купили дома, даже я покупал дом, когда я смотрел, школа тут рядом, классно, у меня 3 детей, все ходили в эту школу, как бы, ну, один уже закончил эту школу, пошел в среднюю школу, средняя до сих пор учится в этой школе еще 2 года, а младшая скоро пойдет в эту школу. Я сейчас вот думаю, как бы, они сейчас сказали, что 5-е, 6-е классы этой школы, их переведут вот туда, к черту на куличке. И вот я думал, ну будет гнев людей. Слушайте, ну, люди купили дома вот рядом с этой школой, чтобы дети туда ходили, там 5 минут ходьбы, например. А сейчас им надо на автобусах ехать на школьных туда 25 минут. Причем, опять же, это не просто на школьных автобусах, это... Во-первых, у нас в Канаде тут часто зимой и гололеды, и снежные бури и так далее. Это значит дополнительный риск. Очень часто бывают аварии со школьными автобусами, когда плохая погода, поэтому они очень часто отменяют вообще школу в те дни, когда плохая погода. Но как бы опасность существует. Вообще, выезжаешь на дорогу, есть опасность всегда. Вот. Когда ты ненужный риск берешь, то это тупо. Но вот они собираются подсылать этих детей. Я думаю, родители начнут возмущаться. Но они начали возмущаться в соцсетях. Так, ну что за фигня, типа, как так? Сейчас, если дети на продленке, то нам сейчас надо в час пик ехать 25 минут в эту школу, забирать детей. И то все, потому что школьные автобусы возят только школьный день, как бы, а если дети остаются на продленку еще пару часов, там уже школьных автобусов нет, там родители должны забирать. И они говорят, что типа, мы купили это вот, купили дома перед школой, рядом со школой, чтобы не надо было тратить вот эти вот время, как бы, и на сегодняшний день даже большие деньги, потому что бензин стоит $2.07 сегодня, слегка, да, вчера поднялся на 9 центов, вот, и как бы получается серьезное неудобство. Я думал, что выйдут пикеты напротив Министерства образования, парламента и так далее, местного, как бы, никто, те вышли, скажите, ну да, мы понимаем, очень неудобно, мы извиняемся, ну вот извините. Вообще вот в Канаде вот мы извините, это очень как бы популярно. Вот у нас премьер-министр Канады, Трюдо, он когда делает какую-то фигню, он потом выходит, вот он нарушил закон, потом вышел и сказал, ой, извините, я извиняюсь, очень сильно извиняюсь, вы меня извините. И извинили. Потом опять сделал фигню. Уже, казалось бы, 2-й раз уже надо подумать, чтобы не извинять его. Извинили. И 3-й извинят. А может даже и 4-й. Пока его не посадят. Надеюсь, что посадят. Вот.
Значит, вот так вот школа. Школа это, ну, серьезная тема, действительно. Как бы мне повезло с моей средней, потому что она еще остается в своей школе, так как она учится на французском языке, поэтому, а в той другой школе 25 минут езды нету французского языка, поэтому они оставляют их в этой школе как бы до конца. Вот вам, пожалуйста, идиотизм. Теперь в чем еще больше идиотизм? Что вот эти вот дебилы-чиновники, вот эти вот, по-нормальному их просто не назовешь, да, они остаются на своих местах. Это значит, что через несколько лет будет строиться опять какие-то жилые районы, и должна быть запланирована школа, и будет та же самая фигня. Потому что, ну, они же там же. Вот они как были там тупые, так и остались там тупые. Как они туда никуда не спешат, им плевать на то, что люди будут страдать, на то, что вот это вот неудобство, им по барабану. Они также там и будут сидеть, потому что их никто не снимет. Казалось бы, надо было поднять серьезный шум, там туда-сюда, выйти с пикетами, чтобы правительство местное Новоскоши, например, сказало так: уволить вот этих 5 человек, которые сидят там во главе, которые нифига не сделали, которые вот запороли все это, уволить их, чертом, пусть еще себе другую работу, поставить новых, которые более способные, может быть, более быстро понимают, это все. Сомневаюсь, что это произойдет, даже если поставят новых, но, опять же, вообще ничего не происходит. Кроме как вот есть группы в Фейсбуке, они там чуть-чуть повозмущались, что как так, что за фигня. Привели туда газетенку какую-то, они там сделали какой-то этот вот рассказик про это, и все. И продолжается жизнь. Тихо, спокойно, как бы. И проблема же в школу, я просто вам дал пример школы, как бы, потому что, ну, это действительно касается уже детей, риска вот этого вот лишней езды на дорогах и так далее. А вообще тут все так. Вот дороги, например, вот смотрите, до того, как построились 4 района, построился сначала первый район, он строился довольно долго, потому что не было много приезжих, не было много желающих. Вот эта дорога, которая вела к моему району, она проходила рядом с этим новым районом, там была скорость 80 км в час, хотя была одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону, потому что не было много движения. Поэтому была скорость 80 км в час. Она была, считалась провинциальной дорогой, как бы даже не городской. Построили, начали добавлять районы. Теперь, казалось бы, вы добавляете районы, ну, по идее, добавляется количество людей, обязательно добавляется количество машин, а у канадцев у многих как бы по 2 машины. Добавляется количество машин, значит, надо улучшать дорогу. Значит, вместо того, чтобы расширить дорогу, они просто уменьшили скорость. Сначала это упало на 70 км в час, потом они сказали: окей, вот отрезок, первый отрезок дороги, который от моего района до вот этих новых районов будет 70 км в час, а после, вот как начинаются эти новые районы, будет 60 км в час, потому что очень много машин. А дорога как была вот такая вот маленькая, так и осталась. Одна полоса в одну, одна полоса в другую. Понятно, начинаются пробки, людям тяжело выезжать с районов, светофоров нету. Теперь решили они построить круг, который был запланирован давно, еще до того, как эти районы стояли, уже был запланирован этот круг дорожный, чтобы как развилочка такая, чтобы люди могли выезжать, заезжать и так далее с района. Начинают строить круг. Опять же, начинаются вот эти вот пробки бешеные, потому что они сначала пропускают одну сторону, потом пропускают вторую сторону, потом третью, потом четвертую, стоят со знаками, там ехать, не ехать. Короче, пробки. Значит, люди после работы, уставшие, едут, пробки. Ну, что делать? Делать надо кричать. Но никто не кричит, все говорят, ну... Теперь, к примеру, да, все кричат про climate change, вот это вот окружающая среда, вот это вот то, что надо понизить выхлопные газы и так далее. А вот эти пробки, они что, помогают понизить? Где вот эти все зеленые, которые орут, что надо спасать планету? Где они все? Почему они не встанут и не скажут: эй, из-за вашей тупой планировки, из-за ваших тупых планов вы только ухудшаете положение нашей планеты? Где все эти дебилы? Не, они там где-то сидят, им все по барабану. Так самый прикол не только в этом. Вот они строят этот круг, сейчас все стоят в пробках, да? Вот этот круг сейчас уже заканчивают строить. А знаете, что будет после этого? После этого 500 метров от этого круга будет строить еще один круг. Там, где еще 2 района въезд, вот будет строить еще один круг. На той же самой дороге. Расстояние 500 метров. Казалось бы, слушайте, чуваки, а нельзя сразу 2 круга начать строить одновременно, чтобы вот, если люди стоят в пробках, вот чтобы они простояли в пробках и все. А потом сразу 2 круга. Нет. Они вот сейчас 3 месяца уже строят 1 круг. Сейчас закончат этот, через недельку отдохнут,
И начнут строить новый круг, который будет еще 3 месяца строиться, и опять все будут стоять в пробках. И опять же, где зеленые? Да всем по барабану. Вот так вот тут работает планировка, понимаете? Причем дороги, честно скажу, убитые. Как бы скоростные дороги хорошие, более-менее. Тоже после каждой зимы есть проблемы, есть очень много дыр, то все, их надо заклеивать, заляпывать и так далее. Вот. Но городские дороги просто ужасные после каждой зимы, потому что у нас чистят когда снег, едут эти со своими ковшами, и они просто вырывают. Если дорога чуть-чуть неровная и что-то торчит, вот они просто вырывают целые куски асфальта, а потом люди ломают все машины. Причем прикол тут в Канаде такой, тут у нас, по крайней мере. Если есть дырка на дороге, надо о ней заявить в муниципалитет. Если о ней заявили, и прошло 2 недели, и ее не починили, и кто-то ломает колесо на ней, ему должны заплатить деньги за починку машины. Но если ее починили через 10 дней, все, кто ломали, и даже неделю, а вот починили через 2 недели, все, кто ломали колеса в течение этих 2 недель, это ваши проблемы. Потому что мы же не знали, мы не успели, это вот 2 недели не дается. Вот, дороги ужасные просто внутри города. Об этом говорят все, даже канадцы возмущаются. Тоже в соцсетях, как бы, опять же, никто ничего никуда не выходит, никакие демонстрации не устраивает, никто ничего не пытается показать волю народа. Все сидят в соцсетях на диванчиках и так, уроды, что за дороги, почему так плохо убирают снег, почему у нас такие высокие. Но никто ничего с этим не делает. Нет ни лидеров. И причем, знаете, вот я вчера общался с чуваком на заправке, я ему говорю, что цены на бензин, говорю. Но он говорит, да, слушай, ужас, бешеные цены. Я говорю, слушай, а ты понимаешь, что вот мы 40% американской нефти приходит с Канады. Вот расскажи мне, почему в Америке бензин на заправках дешевле, чем в Канаде, если мы им посылаем нашу нефть? Вот такой, о, да, слушай, да, вот уроды. Я говорю, а ты понимаешь, говорю, что во всех странах, в которых есть своя нефть, цены на бензин очень дешевые по сравнению с Канадой. Он говорит, да, серьезно? Я говорю, да, говорю, причем, знаешь, говорю, вот на Россию сделали санкции, чтобы задавить российскую экономику нафиг, да, вот они сделали эти санкции, вот задавить российскую экономику. Но ты знаешь, говорю, в России, это я проверял на 2 мая, в России литр бензина стоит 69 центов, а у нас $1.55. Вот такой, это американских долларов, да, в канадских у нас дороже. Вот, $1.55. Он такой, да, я говорю, ну и кого они хотят задавить этими санкциями? Россию? Он говорит, не, говорит, нас хотят задавить. Вот он поговорил со мной, классный парень, да, рабочий парень, приехал на тендере, на таком, на рабочей машине такой большой. Там у него мотор V6, 6,5 литров, по-моему. Я думаю, там бензина уходит, ой-ой-ой. И причем он именно бензиновый, не дизельный, не газовый, бензиновый. Газовых тут вообще нет машин. Чисто бензиновый. У него бак на сегодняшний день, я думаю, стоит не меньше, чем $200, а проедет на нем он очень мало. Я думаю, если он действительно работает много на машине, то не больше пару дней. И он говорит, что, он говорит, сказать, что вот сейчас, чтобы кто-то поднялся и начали, вот давайте что-то там, заставим их объяснить нам, там, пусть расскажут нам почему. Трудо вообще ничего не говорит. Вот после того, как он наградил орденом собаку у Зеленского, вместе с Зеленским, похлопал по карманам, потому что собака начала гавкать, думали, у кого-то из них наркотики. Так они оба похлопали по карманам, типа, не, у меня нету, вот так вот. Наградил собаку, вернулся в Канаду и ничего, ни слова не сказал, ни про инфляцию, ни про бешеный скачок цен на бензин. Ничего, его не слышно, ни его, ни эту внучку нациста Фриланд. Все, она вообще, министр финансов, она как бы должна что-то сказать. Не, все сидят, вообще, я захожу каждый день, я уже не выдержу, начал ему там писать, долбить. Никакого вообще отношения нет, вот как будто он вообще не тут, как бы его нету. Он не знает вообще, что происходит, ни на заправках, нигде. Единственный, кто что-то там кричит, этот Синг, коммунист, который кричит, но с другой стороны поддерживает того же идиота, который все это сделал. Да, у нас сейчас начали ставить наклеечки такие на бензоколонках, рядом с ценником бензина, ставят такие наклеечки, типа фотография Труда, и написано «Я это сделал». Причем это началось вообще с Америки, там Байдена начали ставить. А тут сейчас ставят фотографии Труда, и написано «Я это сделал». А есть еще фотография, когда Синг вместе с Трудо обнимаются, и написано «Мы это сделали». Вот такая вот тема, но никто с этим ничего не делает, как бы вообще, просто, никакой шумихи.
газеты, все понятно, они все куплены либералами, как бы, и понятно, что ничего говорить не будут. Но люди вот продолжают в соцсетях, ну вот, чтобы кто-то встал, поднялся и сказал, что, давайте, что-то делать давайте. Ну, как бы, ну, вообще никакого, вот, никакой, что, по-моему, в России больше выходит на демонстрации, чем в Канаде. Это просто атас. Ну, вот такая вот жалоба на Канаду чуть-чуть. Просто, конечно, я не знаю. Вообще интересно, как у вас там. Пишите, интересно, как у вас там планируются районы, строятся школы, дороги и так далее. Потому что то, что происходит тут, это просто, знаете, вот называется забить на людей. Вот понимаю, что им будет жопа. Ну и черт с ним. Вот так вот. Такое вот ощущение. Вот. И не знаю, по-моему, это изменится только когда создадут новую партию, куда придут действительно бескорыстные люди, которые будут работать на благо страны, а не на благо себя и не для своего эго. И вот я премьер-министр Канады Трюдо. Давайте наградим собаку орденом. Ну вот такой вот смешной у нас парень, премьер-министр. Всем привет.